Обратили внимание, что после старта эпидемии коронавируса тихо заглохла тема «Путин слил Курилы». И не только она. Множество аналогичных тем исчезли из публикаций оппозиционных СМИ, будто не существовали вовсе. Теперь Либерда строчит, а власти скрывают, поддерживая западный дискурс на тему якобы существующего в России занижения смертности от COVID-19. Но не стоит думать, что все пропальчество исчезло. Просто эстафетную палочку перехватили эмо-марксисты. Я регулярно обращаю ваше внимание на тот факт, что российские имитаторы левой оппозиционности хайпуют на чем только можно. Предыдущий материал по теме, например, был о попытках депутата от коммерческой партии РФ вписаться в тему разбрасывания денег с вертолета. Однако после того, как Путин 11 мая озвучил новые меры поддержки для россиян, на названной теме хайп уже не очень-то поймаешь. Впрочем, эмо-марксисты не унывают. Они просто реанимируют дискурс «Путин слил» по другим направлениям. Оцените заголовок. Как вам? Что Путин слил Курилы Японии, уже не заверещишь, насмех поднимут. Но вжух, и вот тема получила новое измерение. Теперь они строчат, что Япония отберет Курилы силой при поддержке США в процессе войны американцев против Китая. А вот другие заголовки публикаций на сайте «Свободная пресса». Кремлю нечем прикрыть свой позор. Дамаск грозит стереть имя Путина из истории. Рубль ждет американские горки. Сначала 65 рублей за доллар, потом 140. Путин пошел на поводу у Навального. Если бы я не показал вам, с какого сайта эти заголовки, скажите, вы угадали бы? Не факт, потому что они ничем не отличаются от того кликбейта, которым заполнены сайты либеральных медиа. Публицист Александр Роджерс на днях даже устроил тестирование, написав вперемешку заголовки сайта «Свободной прессы» и «Сведомого обозревателя». Вот примеры. Экономист. Власти поддержат бизнес жен министров и дочек сенаторов. Кох назвал регион, который Россия может потерять первым. Над вкладами населения навис призрак заморозки. В сети появились знаковые фото Пескова рядом с Путиным перед заражением COVID-19. Кремль перед выбором. Политическое восстание злых россиян или отмена пенсионной реформы, где Путин прячется от коронавируса. Потери региональных бюджетов РФ могут достигнуть максимума с начала этого века. Кремль проигрывает сражение с США и становится младшим партнером китайского режима. Нечетные заголовки с изображающего левый дискурс сайта «Свободная пресса». Четный с укронацистского обозревателя. Разница? А ее нет. То есть редакционная политика людей, которые возглавляют редакцию якобы левого российского СМИ, ничем не отличается от аналогичной политики сведомых русофобов. И кто же возглавляет свободную прессу, пугающую нас потерей Курил, заражением Путина и политическим восстанием злых россиян? Да. Это тот самый Прилепин, о котором я давно говорю, что он ничем не отличается от Либерды. Вот, например, рубрика «Выбор редакции» на этом самом сайте. Маразм Зюганова, алкоголизм псевдошамана Габышева, позор Кремля, коронавирус сравнивают с подлодкой Курск, а Дамаске я уже цитировал. Чего не хватает? Правильно, вести об НЛО, личной жизни звезд шоу-бизнеса и ресторанного гида от Быкова-Зильбертруда, который, как известно, очень дружен с Прилепиным. Впрочем, даже и без добавленных мною пунктов на сайте эмо-марксистов царит абсолютная желтизна. Но направление этой желтизны, очевидно, создать у читателя ощущение, что он живет в безысходности, что вокруг не одна из самых развитых стран мира, а какой-то ад. А теперь сравните это, например, с тем, что строчил о России недавно умерший от инсульта русский националист Крылов. Россия – чудовищно унылая, грязная, разрушенная, кислотой политая страна, причем везде одинаковая. Какое-то подобие настоящей жизни есть в Москве и Петербурге. И то это так, дуновение. Все русские города одинаково унылы, грязны, развалины, застроены гипсокартонной мерзостью. Везде грязь, бетонные стены. Везде одного фасона. Шиномонтаж, пацаны в трениках, говняная еда, говняная водка, серое небо и прочие сараи, коровники, мамам и в аду. И действительно так, в аду. И если кто-то гордится тем, что поездил по России, это все то же, что и посидел в тюрячке. Только за пределами России бывает что-то хорошее, и только этим следует делиться. «Пойдешь налево, придешь направо», говаривал по такому поводу товарищ Сталин.
Когда эмо-марксисты изображают Россию адом, они быстро смыкаются с нациками. То есть леваки, которые так любят изображать из себя поклонников Иосифа Виссарионовича, при нем явно повторили бы судьбу своих идейных предшественников, троцкистов. А фраза профессора Преображенского в наше время звучит так: «Не читайте перед обедом левацкие сайты». Нынче последовать этому совету нетрудно, потому что у нас, в отличие от доктора Барменталя, есть выбор. К счастью, малюемая леваком Прилепиным все пропальческая картина не единственный источник информации о происходящем в России. Даже не буду говорить, смотрите нас. Вы ведь и так это делаете, а мы работаем для вас.